Всем привет! С вами на связи Ефименко Артем. Сейчас нахожусь я на Майдане. Иду в Беседницу, не кафе Беседница. Буду там проводить семинар. Идем сюда в эту арку. Сейчас я на арт-причале, только с обратной стороны. Сегодня проходит фестиваль по брейк-дансу, там на великах катаются, по граффити. Вот такие вот тут движухи сейчас. Такое вот здесь арт-кафе. Вот еще одна комната. Я иногда здесь проводил семинары тоже. Вот так вот. Вот это такое большое кафе, арт-кафе, где проходят семинары. Я буду проводить семинар вот в этой комнате. Скоро он начнется. Так что пока вам экскурсия небольшая. Тут у нас компаха такая вот, ребят. Ну, короче, будем еще сейчас полить кастрик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сардельки у нас, там сало, короче, так что будет весело. А хлеб и сало взяли? Как? Там сейчас работают луноходно, у них постоянно. Во-первых, высадка много людей. А во-вторых, что это очень дорого. Очень-очень большие это бабосы. Так, да, надо... Не, давайте сейчас помоем, там все нормально накроем. Кто-то на костер, кто-то на мывку, кто-то на ливку. Саша, начало, давай, пару слов. Начало, как начало вообще? Тебе было тяжелее всех, на тебя ответственность вся, и морально тебя все давили. Это было, правда, нелегко. Я видел сам, я старался тебе помочь. Но у нас получилось, и мы ломаем дрова. Да? Главное, что не жизнь. Да, ну да, жизнь это не дрова. Ну, надеемся, дальше будет интереснее. Ты уже разделся, разбулся, ты уже как дома, да? Ты собрался здесь ночевать? Я собрался не ставить здесь никаких Рамок, вообще, просто космос. Так. Такая вот здесь движуха. Кому нравится, ставьте палец вверх. Это лайк. Это лайк, да. Мы на протяжении дня двигаемся по этой шкале. Снизу вверх, сверху вниз. У каждого человека есть хронический тон. Ну, он постоянно пребывает в таком определенном хроническом состоянии. Когда наедине, когда никого нету, когда не надо там маску какую-то, там раз, все. Будет там, не напрягаясь. По шуткам можно найти его. Шутки у них будут более такие вот, связанные с какой-то фигней.
более такие неприятные. Кто-то упал, пострадал, там кому-то руку отрубил. Вот ему такие вот шутки нравятся. По таким вот шуткам можно его найти. Плюс, когда в общении вы с таким человеком начинаете общаться, он пытается вас интровертировать. Задает вопрос какой-то. О, там, а ты там, или поправилась, там, такой раз, и внимание переводит на вас. Или, там, я знаю там про тебя. Что там. Вот по таким штукам можно их определять один на один. Но очень тяжело их определить, это такая вот, они как змея такая, нереально поймать. Так, Кастрик. Ярослав, ты еще не танцевал? Я уже потанцевал. Алло. Ярик, Ярослав. Шашлык, сосисок. Энтузиазм. Ну это то, куда надо стремиться. Это когда человек там только заходит в комнату, там кому-то говорит, о, давай пойдем туда, там, даже ему не надо вас уговаривать, он настолько вдохновленно говорит, предлагает вам эту идею, что вы сразу идете, там даже нету сомнений на размышления. Они принимают решение очень быстро. Им предлагают чем-то заняться, они сразу берут и делают. Если консерватор будет сидеть и думать, там, а что это за идея, это сразу же начнет действовать. Это люди действия. Так что вот с такими людьми надо побольше общаться, энтузиасты, которые может там на ходу там прям вот раз и уже хочется за этим человеком идти и тому подобное. Ну вот вообще эта шкала намного больше, это вкратце я рассказал. Самое главное это обратить внимание на вот эти, ниже 2.0 и определять людей. Нормально все закончилось, никто не пострадал, много выпито не было, я вообще практически не пил. Вроде не грязный, нормально все. Все, компания наша движется, 1:30 ночи. Возьмем у кого-нибудь интервью. Вова, ты напился сильно или так? Нет, я вполне неплохо. Мне очень хорошо, на самом деле, сейчас. Вот так. Ну, нормально. Как тебе вообще туса? Вечер? Самая лучшая спонтанная туса, на которой я был когда-либо. Ну ладно. Зато у меня можно висеть. Зато у меня можно висеть.